Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардию, а это вырезка со стрима. Так, что мы видим? Орки, морские, хан. В принципе, боги-орки здесь идеально заходят, вот сразу со старта, если так подумать. Либо же на зверях катнуть. На самом-то деле можно... Давайте на зверях катнем. Мне очень хочется на зверях катнуть, ну и на шамана хочется катнуть. Я буду смотреть от того, что придет. Привет, привет. Типа да. А это на каком языке ты написал? Казахстанском? Или как правильно там называется? Казахском? Если что, то извиняюсь, я не совсем нашарю. Вертолетик на зверях. Ну, в принципе, кстати, да. Кстати, да, можно реально вертолетик на зверях попробовать. Но я сейчас, конечно, посмотрю, как оно будет приходить, и от этого уже как бы буду отталкиваться. Я не понял, а что у меня бот, Найтбот выключился? Сегодня ты решил не работать? Работай, сказал. О, какой же у меня тут солидный выбор. Обалдеть. Но я это заблокирую, я просто очень бы хотел вот этих вот всех персонажей. Тут все сильные персонажи, понимаете? Тут Джаггер, Эгида, Коза. Знаете, не люблю, когда со старта вот именно так приходит, потому что купить ты все не можешь. Тебе приходится блокировать, либо же выбирать. Но очень сильные персонажи здесь мне выпали. Нет, это на уличном сериальном языке в каком-то сериале услышал много лет назад и приелось. Я это даже выговорить нормально, наверное, не смогу. Не, я, ну блин, Двенчи тоже очень сильно. Игра желает, чтобы ты выиграл. Надеюсь, так оно и будет. Но я хочу на зверях сыграть. Вот. Хотя орки на самом деле мне приходят. Если Джаггер так со старта приходит, то лучше сыграть на богах плюс орках, так как есть еще и хан. То есть игра прям со старта говорит, что тебе нужны именно эти персонажи. Но посмотрим. Сейчас как бы оно пришло. Вау. Ну и звери как бы тоже мне сейчас говорят такие. Пора. Да ты издеваешься. Ну ладно, я возьму. Я возьму. Я не привередлив, поэтому возьму. Я на самом деле бы уровень хотел взять. Я бы инчу лучше одну продал бы, взял бы уровень, но пока идет, так идет. Ваш Мастер Грейд онлайн. О, понял. Один на лустрике прям в 10 монет вышел. Обалдеть. Нормально так челик замутил. О, так он и двух жрецов заблочил, понятно. Для чего нужен идентификатор предмета с квеста? Хо-хо! Я этот вопрос сам хотел бы задать типа разработчикам, зачем этот предмет нужен. Я честно не шарю. Вот. Ну, без лжи и обмана я не шарю. Вообще не шарю. Та ты шо? Та ты шо? Ты посмотри, какая сказка мне пришла. Обалдеть. О, я хочу вот этого паренька взять. Ладно, Джаггер, конечно, мне приходит много раз, и на самом деле гидку я тоже хочу скипнуть, я лучше вот так вот сделаю. Мне кажется, так будет немного поприятнее игра. Плюс гоблины, плюс у меня есть этот жрец, то в принципе неплохо будет. Вау, у человека тут вообще, вот прям у него ник мутант, и судя по тому, что ему пришло, все соответствует. На лустрике понял. Я не знаю, для чего этот предмет нужен. Я даже, ну, как-то не вникал в этот момент, если честно. Давай в Тинкер. Кого ты кинул? Ну, кого ты кинул? Ну, мед просто. Ну, боже, какой у меня гоблин просто, ну... Молодец. Понял тебя, понял, понял. Орки так орки идут, хорошо. Жреца взял, жреца продал. 2 панды пришло, спасибо. Я всегда мечтал о 2 пандах, ребят, если что. Я надеюсь, что у меня все-таки получится забузить монетку. Хотя бы вот челик на лустрике придет и возьму забузю монетку. СФчика, наверное, возьму со старта. Не, ну тут... На всякий случай я поставлю, конечно, сейчас этого шамана. Где он? Вот он.
Может, реально это будет боги плюс орки плюс шаманы. Да, орки прут, хорошо прут. Я сейчас купил 2 орка, да посмотрим, как оно дальше будет. Это турнир? Пока нет. Турнир будет на следующей неделе, в субботу, пятницу, в пятницу, субботу, воскресенье. Только так, раньше нет. Оп, плюс 1 монетка сюда. Я как-то на первом уровне заблочил на 2 хода пул героев, так как там были Тинкер, Клок и 3 Баунти Хантера. Там точно нельзя было пропускать. О, не, ну там если 3 Баунти Хантера, то это, ну, точно нельзя пропускать от слова совсем. 3 Баунти Хантера, это, ну, это очень солидно. Мне 2 СФа пришло, ну вот что делать? Нет, знаете, в чем прикол? Ни одного друида не пришло сейчас, зато 2 СФа приперлось. Мне на самом деле хотелось бы сейчас поставить 2 СФа, потому что это будет намного сильнее. Просто 2 СФа сейчас поставить. У меня будет куча чистого урона. Вот так. Два СФа со старта это, ну, будет здорово. А, понятно. Тут боги-орки будут, ребята, поэтому берем вот так. Орки, конечно, хорошо, но я хочу наказать этого паренька, который играет на богах плюс орках. Вот так вот сделаю. Все, 10 монет, 7 раунд. В принципе, не очень хорошо, но и не очень плохо. Это кто Браунти Хантер? Соулбрейкер, гоблин-убийца. Самый популярный герой сейчас со старта. Популярнее нету. Крутись. Вот, хорошо. Просто 3000 урона от... Не, ну это вкусно. Это мед. Будем играть на зверях. Ну это издевательство над моей психикой. Джаггер прям не прет и прет, но я его куплю. Или не купить. Ну просто понимаете, я хочу вот этого челика, который будет играть на богах плюс орках, ну немножечко проучить, чтобы он их не пикал. Сейчас это очень популярная синергия. Я в принципе смогу потом, если что, сыграть на богах плюс орках. А сейчас лучше мне сделать так и... Вот так. Не, ну может мне сейчас шаман придет, кстати, я возьму лучше. Может мне сейчас панда выпадет, и я шамана возьму. Я эту игру выиграл с 0 проигрышей. Была только одна ничья за всю игру. И в тот момент я понял, что за рандом. Да не, рандома в этой игре нету. Ты вот, ну не говори таких вот вещей сейчас. Тебя сейчас в чате заплюют за такие вещи. Рандома в этой игре нет. Решает тупо скилл. Не рандом, скилл. На самом деле проблема этой игры в том, что она заранее просчитывает игру. Заранее. То есть игра, вот то... Обалдеть. Сказать, что в шоке, ничего не сказать. Так приходит раз на миллион. СФ в двойку, обалдеть. Так вот, о чем это? Я о том, что игра из-за того, что просчитывает заранее все... Ой-ой-ой, кстати, забыл. Вот это я хорошо, что поменял. У меня 2 демона стояло только что, и СФ бы не, ну, не наносил бы с руки чистый урон вообще. И было бы очень плохо. Кстати, наверное, я распределю хпшку немножко таким вот образом. Я хочу, чтобы 2 резака немножко выживало. Плюс отхил будет, все дела. Так вот. У этой игры огромная проблема в том, что она заранее просчитывает все моменты. То есть раунд стартанул, все, ты заранее знаешь, выиграешь ты или проиграешь. Это минус этой игры. Я бы сказал, огромнейший минус этой игры. Если убрать этот момент, то, что она заранее просчитывает, игра была бы идеальной. Но, к сожалению, как-то так. На самом деле у меня очень плохо все по хпшечке, если так посмотреть. Возьму немножечко сейчас Марси. Я больше верю в эти ваншоты, нежели в что-либо другое. Ваншот от Марси это прям песня. Ну, мед. Мед, просто мед. А где мои друиды? Вот, ребят, наберите там друидов, скажите, что ну пора приходить. Ну вот пора, понимаете, уже пора. Пора друидам прийти. Уже как бы время тикает. 15 монет на 10 раунде плюс 96 хп, это в принципе неплохо. Плюс у меня более-менее сильный стол, если так смотреть. Можно было бы сейчас 2 продать.
Вот этих вот. Ну, может, цветы получится собрать. Хотя цветки нету, такое себе. Когда цветы заобузим? О, как рандом мне позволит, так и сразу заобузим. Вот прям моментально. А не лес валь. Ох уж эти друиды. Но у чувака, кстати, сильный там стол. Куча двоек. Не, ну ты извини. Я тебя услышал. Я тебя услышал. Ну вот прям, ну... Бесконтактно. Услышал бесконтактно. Сюда иди. Так, понятно, это все скипну. Магический урон оставлю. ХПшку хочу скипнуть. Может, мана плюс 40 придет. Но это слезы, все скипаем. Ладно, пойдет. Пойдет. Ваш маршрут перестроен, да. Не, на самом деле я буду на зверях играть, но если честно, мне даже волшебники пришли, прям, не знаю, хочется и на волшебниках сыграть. Но пока так. Цветки это все-таки имба. Но извините меня, посмотрите, у меня 3 резака, 3 цветки. И если сейчас цветки соберутся, то в принципе я бы мог сделать несколько лон-друидов, закерить цветку. Я бы даже мог на гоблинах сыграть, это было бы очень круто. Просто фуловые гоблины через мехов. Во. Есть еще и гритер, кстати, тоже ничего себе. Вот объясните мне еще раз. Алло, ну как бы там, рандомчик, давай просыпайся, мне нужен друид. Тут мои деньги как минимум лежат. Привет, привет. Че там, ну, как дела там с моей этой друидом? Друид, ты где? Где мой друид? Обалдели, друида не дают, прикиньте. Ну какие? Но у чувака очень сильный стол. Непонятно, что он будет собирать пока что для меня. То ли он будет собирать себе убийц сейчас полноценных, либо же он будет собирать себе шаманов полноценных. Вот это мне немножко непонятно. Но тут бог-орк будет, стопудово. Как бы гадалки не ходи, тут уже видно по его билду. А поэтому вот цветки на самом деле неплохо Джаггера могут так отжажить. Я пока не буду, если что, роллы халявные тратить. Хотя на самом деле мне бы хотелось их потратить. Вот, например, как друид, если был бы, я бы друида потратил. А так друид такой, да не, что-то не сегодня. Ну не хочет друид сегодня идти ко мне вообще. Вот, ну не хочет и все. Сейчас, кстати, я должен попасться против Дарка. А почему я так думаю и знаю? Потому что уже 14 раунд, если что, то на 14 раунде я должен с ним попасться. Либо 14, а сейчас 13. Не должен. Я на 14 раунде должен попасться с Дарком. А не, сейчас оказывается. Ну, значит, просчитался. Просчитался, ну где? А вот я ему, кстати, винстрик сбил. Знаете, как просчитать? Вот таким вот способом. Когда пишешь, у вас за серию побед плюс 2, это означает, я ему винстрик сбил. Давай. Пока. Обожаю, когда так происходит. Просто плюс 50 монет со старта. Чисто, ну, как с куста. Пум-пум-пум. В принципе, реально можно цвет пообузить. Тут чувак тоже 2 цветы себе стырил. Либо же на зверях сыграть и на зверях хорошенько катнуть. Либо же все-таки цвет заобузить. Но тоже через зверей можно будет это сделать. Раз, два, три, четыре. Давайте так. Я не буду спешить еще немного. Я взял Омника. Минус инкам возьму немножко. Можно будет цвет плюс богов сделать. Привет, привет, Дуслайф. Тут эльф еще очень сильный, мне не нравится он. Такой неприятный. С кем будешь играть? Пока не знаю. Стыдно уже перед Джаггером приходит, а мы его не пикаем. Ну вот, и, кстати, наныл. Ну, наныл лон друида, конечно. И грех его скипнуть. Вот грех.
Нельзя лондруида скипать, вообще нельзя. Не, ну в принципе я бы мог сделать сборку цвета плюс инсектоиды, но из-за того, что у меня здесь нет цветки пятерки, мне как бы нет смысла этого делать. Пуловый эльф, конечно, меня напрягает немножко. Был бы у меня немножко стол сильнее, я бы чувствовал себя намного увереннее. Ну вот уже. Он уже поставил себе пулового бога плюс орка. На самом деле можно было бы цвет сделать. Единственное, что тут есть гриттер. Фулл гриттер это проблема для меня немного. Он мне просто хроно на лицо может поставить, и у меня будет, ну, не очень приятная вещь. Но давайте так, сейчас от мать насекомого будем отталкиваться. Если предмет третьего тира выпадет не манта, либо же мать насекомая, то можно будет инсектоидов сделать. Либо же зверей чернокнижников. Одно из двух. То есть, сейчас попробуем. Бога я взял чисто из-за того, что я могу еще богов поставить сверху, и цвет у меня просто будет прыгать на лицо так. Просто из зверя на самом деле было бы очень сильно. Так, что за предмет? Манта. Это мы скипать не можем. И... Вот этот предмет я скипну. Я хочу ману плюс 40. Спасибо. Прям под заказ. Отлично. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну что, давайте сделаем контент в виде инсектоидов. И плюс... Или же... Или же... Не, у чувака, кстати, сильный там стол. Вот на гриттерах. Он сейчас будет выносить. Тут еще друид появился. Инсектоиды плюс цветы. Ну, в принципе, можно было бы. Мне только единственное, что нужно 2 ЛД в двоечку. Повезет, если, конечно, в тройку соберу, но в тройку это уже чересчур как-то много. Блин, еще бы цветка в двойку пришла, было бы вообще песня. Просто мед был бы. Ладно, звери, ну, идут на второй план сейчас. Да, я все-таки зверей скипну. На второй план они уходят, эти звери. К сожалению. У меня просто здесь реально билд есть посильнее намного. Вау. Можно ЛД себе в двоечку сделать одного, второго, и будет вообще песня. По минус 12. Нормально там прилетает челиком. Нужно уровень еще взять. Пока бога одного оставлю, этого волшебника слишком маленький стол у меня. Будут цветы плюс боги играть. Будет очень сильно. Я уже вижу, насколько это будет сильно. Зачем тебе Омник? Потому что Омник это чистый урон плюс отхил, а под цвет это очень сильно будет. Кстати, я тут проиграл, к сожалению. Там Лондруид просто насумонил такую толпу себе.
Ну ладно. Что ж. Обидно, но да ладно. Сейчас будем пытаться его как это исправить. У меня пока неплохо по хп все. Будем это исправлять. Будем это исправлять. Хотя на самом деле, зачем мне тогда Ура? Мне достаточно будет инчи для того, чтобы сделать то, что я планирую. 2 ЛД мне надо. Сколько у меня есть, получается, инсектов? СФ пока пусть будет, я его скипать не буду. Есть немножко мехов, пусть будет. Но тут гритер. Мне гритер. Я вот опасаюсь гритеров на самом деле. Уж больно неприятный билд. Ну вот. То, о чем я говорил. Уж больно неприятный билд против меня это будет. Классный скин на паука. Так это, по-моему, дефолт, если не ошибаюсь. Или ошибаюсь, это не дефолт какой-то. Ну-ка напишите, это дефолтный скин или нет, потому что я не особо шарю. Я на 9 уровне буду ролиться, чтобы найти свой full билд и потом перестроиться. Да? Я даже не помню, когда его получил. Лондрит не идет, вот это вот обидно. Ну ладно, сейчас, в принципе, на другом уровне будем искать. Она фиолетовая под... Да? Ладно. Я не знал. Спасибо. Эх, не успел немножко СФ поставить ближе. Я просто, знаете, почему еще Омника оставляю? Во-первых, он обалденный перс. У него 10 брони, куча отхила, куча чистого урона. Такой приятный персонаж. Я бы его все время брал в любой билд. Вот в любой абсолютно. Опа, кстати, я забыл, тут же можно так пообузить сейчас тему одну. Так, выставляем немножко свой билд уже, немножко пусть отхил будет. Броня или... А что там есть еще? Ну, мне взгляд Азеса нужно, кстати, мне не броня нужна. Не, ну это, кстати, тоже пойдет. Тоже, кстати, пойдет. Надо немножечко уже будет сейчас перестраиваться, по той лишь причине, что, наверное, даже уже мехов стоит продать. Хотя можно было бы мехов, точнее, гоблинов оставить. Или не надо. Ну, просто если верьте... А кого мне нужно из легендарок? Только если получается вертолетика под зверьми. А, ну, в принципе, его можно было бы попробовать пообузить. Ладно, пока так оставим. Сейчас будем немножко стол апать. Я надеюсь, что мне все-таки цветка придет. В принципе, пока я этого чевзика продам. Бесполезный предмет скипнул, он не нужен. Броню оставлю. Вот так вот сделаю. Дискорд надо было взять. Боже, у меня же есть СФ. Дурак. Тут меня что, вынесли? Не вынесли. Привет, привет, Сандра. Так, Омник, по-моему, всегда с чистым уроном был. Сейчас, секунду, в чате отвечу, подождите. Так, тут кунг-фу еще. Кстати, кунг-фу мне даст по лицу. Сейчас я все объясню. Подождите, ребят. Мне нужно немножечко сейчас сосредоточиться, чтобы выставить свой билд, поэтому я отвечу на все сообщения в чате.
Надо просто хорошенько и красиво сейчас все сделать. Иначе, если я сейчас немножечко так запутаюсь и не сделаю так, как мне надо, то, скорее всего, будет ГГ. Что я только что сделал? Кого я улучшил? А, змейку улучшил. Змейка это хорошо. Так, есть омник, улучшать его я не буду пока что. Есть хан, он мне тоже не нужен, даже вот то, что он там огромный какой-то. Две цветки у меня уже есть, надо, чтобы она в двойку пришла наконец-то. Так, раз, два, три. Омник в двойку. В принципе, можно было бы его сейчас поставить в двойку, чтобы он был один. В принципе, да. И поставить вот суммонера, наверное, да? Или... Не, вот... Не, суммонера поставлю. Мне суммонер больше нравится. В принципе, все. Вот таким вот образом расстановку как-то так сделаем. Вот так немножко, потому что там же есть хрона, не забываем за это. Вот чел на Джаггере пришел, который будет вечно крутиться. 2700 хп уже у паренька. Вот просто ману высасывает у моей цветки и все, и делай, что хочешь. Ну, как-то так. Просто Джаггер стоял, крутился. Если бы ману не высасывали мои цветки, то было бы немножко попроще мне. Тяжело пока что. Нужно уже перестраиваться, иначе все будет очень плохо. Так, СФ пусть пока будет. Орк не нужен. Так, лон друид. Нужен, но пока апать не буду. Пока апать не буду. Поэтому ставлю тебя, тебя забираю. Тебя СФ продаю, потому что чистый урон намного лучше. Хотя можно было бы отхил поставить немножко. Ну ладно. Сейчас будем играть на цветках. Цветочки. Посмотрим, как вы сможете справиться. Так, сюда. Это сюда. Этих ребят как-то так поставлю. Но на самом-то деле мне надо хпшку, наверное, закинуть в тебя. А броня пусть будет у тебя. И вас поближе, у тебя подальше. Ну и посмотрим, как оно можем реализовать это все. О. Мне бы 2 ЛД в двойку было бы очень круто. Вот, кстати, мне только что вынесли моего инсектоида. У меня... А, это я присумонил, не вынесли. Пока более-менее. Необычно, но более-менее там... Там учила Марси, чтобы вы понимали, в двоечку уже. Ну, можно мне придется ветка в двойку? Боже, чел Марси себе в тройку нашел. Вот поймите, насколько абсурдно. Чел себе Марси нашел в тройку. На 25, почти 25 раунд. Вспомните вчера мою катку, кто был на стриме. Там у меня была Марси тоже. Но у меня Марси была какого там уровня? Я даже не помню, какого она там была уровня. Второго до какого-то там раунда. А тут просто чел себе нашел Марси в тройку настолько рано. А мне даже не приходит... А мне даже не приходит ветка в двоечку. Почему ты не апаешь Никса? Я сейчас думаю, стоит ли мне апнуть его или как-то сделать по-другому. Поэтому я сейчас сильно не спешу. Я бы его, в принципе, мог апнуть и выставить на стол вместо червячка. И было бы получше, мне кажется. Хотя можно вместо Омника. Не, ну Омник сильный. Боже. Омник просто это куча чистого отхила. И я не хочу его менять. А баф инсектоидов в двоечку работает только тогда, когда у тебя есть дубликаты на столе. То есть у меня должен быть Никс второго уровня и Никс еще одного второго уровня. Тогда у меня Никс сможет сделать, ну, с инсектоидов там перерыв. Опа-на. Опа-на. Вот то, о чем я говорил. Наныл, получается. Опа-на. Так что, может сейчас давай там ты подкинешь мне этот, как его там? Как он там называется? Ладно, мана плюс 40 скипнул. Радик.
Возвратка... Сильный предмет, я хочу его взять. Возвратка сильный предмет, я его возьму. Опять не идет. Дайте мне цветку. Ладно, мне кажется, что инсектоиды мне не светят немножко. Ладно, я пока инсеков не буду собирать, ребят. Я пока вот так вот поиграю, как оно сейчас есть. Еще один ЛД. Нужен еще один ЛД, и тогда я выставлю свою сборку. У меня есть 3 цветки, еще одна цветка нужна. Хотя бы даже яйцо, если пришло, было бы очень круто. У меня было бы 2 ЛД в двойку, 2 жрецов бы в двойку. У меня 2 есть орка. Так у бразильца больше скилла, чем у меня. Так, отвечаю сейчас на комментарий. Можешь пояснити, по якому принципу волшебники... Ну, вообще, по-моему, не волшебники, а чарівники, ну ладно. Волшебники дають плюс до раси. Бо я пару каток мав, що вони давали плюс на ту расу, на яку мені не потрібно було. Смотри, тебе нужно сделать как? Вот, ну, какая ж ты, ну, плохой ты человек, точнее. Тебе нужно, чтобы у тебя была одна рабочая синергия. То есть 3 мага и 4 волшебника. Ну, 3 волшебника в данном случае. То есть тебе нужно 3 мага и 3 волшебника. Тогда у тебя получится максимальная способность. Купил на свою голову. Ну, давай ЛД найди мне сейчас. Вот. Все, 2 ЛД. Ой, надо было яйцо, конечно, кинуть не туда, куда я вкинул. Ладно. Тебе, короче, нужно, чтобы у тебя обязательно работала только одна синергия. Одна. То есть одна магов. У тебя, если есть демоны, то и либо звери, либо что-то еще, то она, соответственно, будет тебе давать зверей и что-то еще. А тебе нужно, чтобы только одна синергия работала. Одна, не 2, не 3, а именно одна синергия. Если у тебя будет работать только одна синергия, тогда волшебники дадут тебе максимальную синергию. Боже, мне такое, ну, на самом деле, мне не очень шмотки. Вот, если давать объективно судить, то у меня шмотки вообще не очень. Мне бы, если бы Радик выпал, было бы вообще песня. Реально песня была бы. Просто сок, просто мед. Так, 2 ЛД я нашел, а по ЛД больше не буду. Ну, кстати, Марси одна меня выносит. Потому что у меня не хватает чистого урона. Нету ничего. Просто ничего нету, чтобы дефаться. Вот когда нету пятерочки Светки, очень сложно играть. О, спасибо. Пришло наконец-то, спустя 1000 лет. Можно, кстати, было бы поставить... Я думаю, можно было бы поставить, знаете, кого? Магов здесь же нету? Нет, но тут есть просто орк-бог. Я думаю, можно было бы поставить богов уже. Убрать какую-то лишнюю синергию и поставить богов. Ну, если бы, кстати, цветка была бы у меня в тройку, было бы намного лучше все. По поводу инсектоидов пока не собираю, ну, нет возможности. Я даже нету против кого поставить. А что за сайленс мне висит на... Ну, был бы у меня Радик и Алое Сердце, то у меня бы цветки намного больше импакта давали. Кстати, я челика просто ваншотнул сейчас. Не понял. А чё минус 16 только? Не, ну Энигму я возьму. Я думаю, она даже будет сильнее, чем... На самом деле, мне нужна ЦМ-ка и поставить еще одну манту в ЦМ-ку. И таким образом у меня будет, не будет проблем с маной. Обалдеть, чел темпларку себе нашел. То есть, челы, ну, неплохо находят себе, в отличие от меня. Я пока, ну, если честно, у меня вообще бомж-шмот какой-то. Вот реально бомж-шмот. Я еще челика не вынес на фул, а вынес на чуть-чуть. Я хотя бы хоть эльфа сейчас бы вынес.
А по поводу волшебников, понятно было только что или непонятно? Если непонятно, то спроси еще раз, я тебе объясню поподробнее. Может, я криво объяснил. Да, у меня мана очень долго регенится, из-за этого у меня проблемы есть. О, вот это я одобряю. На самом деле мне бы уровень взять. Сейчас боремся за топ-3, и мне бы уровень взять, чтобы хотя бы 2 омников поставить с чистым. Хотя нет. Ладно, омников я не буду ставить. Может, ману поставить? Мне реально по мане трудности. Сейчас будет раунд с мобами, я сейчас потом возьму уровень. На зверях бы мне было легче играть, вот согласитесь. Но тут есть чел на гритерах, который, ну, намного проще играется. Гритеры реально намного проще играются. Я думаю, все это и так прекрасно понимают. Так. Омник был когда-то с магическим уроном, но магический урон не являлся. Его как танк для магов всегда брали, а его конский урон с связками с магами был лютым. Там даже котлы, разоры всякие не котировались, если есть омник. И честно, я не помню даже, когда это было, чтобы омник был не с чистым уроном. Вот вообще не помню. По-моему, омник всегда был с чистым уроном. Не, ну я играю уже, наверное, только полгода где-то, поэтому я не могу говорить за то. Ну, я играл только тогда, когда в доте вышла авточес. Вот еще в те бородатые времена я играл. В остальной промежуток времени я не играл. Поэтому, может быть, да, и тогда когда-то так было. Не, Энигма, конечно, это сок. Надо еще одну Энигму найти, еще одну Энигму поставить. Ну что, давай Алое Сердце мне придет сейчас, да? Ну вот, там же ребятам пришло хорошо, давай мне Алое Сердце сейчас придет. Не, ну я Алое Сердце возьму. Магический урон, иди отсюда. Хотя на самом-то деле можно было бы не идти отсюда, а просто передать. У меня еще есть куча лишних предметов. Ладно, я возьму уровень. Можно было бы в ЦМ-ку закинуть манту, чтобы мана регенилась хорошо. Но если так подумать, то не в этом-то проблема. Если так подумать. Ладно, мне нужна сейчас цветка в тройку. Если цветка в тройку будет, я тут спокойно буду играть. Даже против такой Марси. Ну, Марси огромная просто. Еще бы Радик сверху накинуть, и было бы вообще в песне. Потому что отражение урона как бы это хорошо. Я бы даже, наверное, убрал бы колечко. Сфера у меня есть, колечко бы я убрал. Убрал бы пару таких. Получается раз, два, три, 4, 5. В принципе, достаточно на то, чтобы попробовать. Ля там темпларка какая. Ну это просто, ну, сок. Просто насколько сильный у меня билд. Необычный, сильный. Но чел все равно меня выносит. Боже, какая баталия. Все, ваншот прилетел. Ладно, я, наверное, полностью сролюсь. У меня просто хп не так много, чтобы не сролиться. Но, как обычно, мое везение не на моей стороне. Так, ладно.
Сейчас после этого раунда скипну, я надеюсь, я еще поживу. Ребята, вы видите эту тему? Просто посмотрите на эту тему. Мне упала рапира. Сейчас после этой катки, ну, после этой катки, после этого раунда, я сейчас покажу вам. Мне выпала рапира. Боже ты мой, рапира упасть. Просто упасть рапира. В тот билд, который, ну, мне не надо сейчас. Вот просто не надо. Вот мне не надо рапира. Она мне упала. Закон подлости, ребят. Закон подлости в прямом эфире без смс и регистрации. Спасибо. Зато Радик прям, ну... Ну, короче, как-то так, ребята. Как-то так. Как-то так. Вот так вот и живем. Вот так вот и живем. Упала рапира, когда нам не вообще, ну, не нужна. И мне приходится ее скипать из-за того, что что? Потому что она мне просто не нужна. Вот абсурд всей ситуации. Просто абсурд всей ситуации. И Гриттер, кстати, меня все равно должен снести, потому что у него намного сильнее все, чем у меня. У меня если... Не, ну если, может быть, мне сейчас придет цветка в тройку, и еще 2 лондруида, я там сделаю в троечку 2 лондруида, то, в принципе, еще может быть. Вот это пик, да, вот это вот необычный пик. Смотрите, какая синергия. Вот эта вот синергия занимает топ-3. Но на самом деле тут просто, во-первых, чуваку темпларка пришла обалденная. Это раз. Во-вторых, я играю по очень нестандартному билду, который, ну, не в мете. Вообще не в мете. И в-третьих, у меня 33-й раунд, а цветки у меня нету. У меня нет цветки в тройку. Это абсурд. Абсурд всей ситуации. Просто ее нет. И все, и делай, что хочешь. Как-то так. Ну ладно. Ребят, 31 человек на стриме, я хочу лайки. Накидайте мне лайков за такой вот билд. Давайте 30 лайков на стрим. Я в вас верю, вы можете. Я еще каким-то образом сейчас его вынес. Боже, я не знаю. Давай мне сейчас вот по бырику ты мне принесешь. Давай. Не-не-не-не, апать нельзя. Цвету. Чел, цветка мне нужна. Какой же ты рандом? Ну просто рандом, ну... Морозовский рандом. Если что, я взял манту. Чисто из-за того, что у меня мана будет регениться очень сильно сейчас. Хотя на самом деле я в это не особо верю. Я, наверное, все-таки вторую цветку засуну. У меня просто сейчас, чтобы вы понимали, будет 6 цветок прыгать, летать. О, спасибо, спасибо. Спасибо за лайк, ребят. 33 человека. Давайте, лайки, лайки, лайки. Поддержите меня, мне лайки ваши очень нужны. Не, ну просто посмотрите на этот стол, что творится. Это необычно. Вот согласитесь, это необычно. Я не знаю, кто это из доты, если честно, но чел мне все равно вынес, как бы, ну... Просто Марси в троечку, а у меня цвета в двоечку до сих пор. Ну, как-то так. Как-то так. Он чисто выиграет из-за того, что у него, во-первых, сейчас такая Марси. А у меня, ну, шмотки, извините, вообще не айс. Давайте будем откровенны. Шмотки у меня полная. Дефолт игра. Ну, извините, чё. Где цветка в тройку? Никто ее не собирает. Не, ну, кстати, я бы мог, наверное, выиграть, если бы вот этот орк, у меня было их двое. Я бы тогда, наверное, выиграл еще быстрее бы. Ну и лондруидов 2 в троечку. Ну и 2 жреца в тройку. Ну и вообще весь стол в тройку, и тогда бы я 100% выиграл. Там что-то там на своем пишут. О, безруш, кстати. О, безруш, это мне нравится. А, но он же не работает. Какая разница?
Боже, спасибо, рандом. Ты лучший, просто лучший. Лучший рандом, который только может быть, это здесь. БФ, конечно, он не нужен. БФ это то, что доктор прописал, правильно? Отпечаток богов. Вот просто психануть сейчас и поставить отпечаток богов. Магического урона у меня нет, у меня чистый. Цепочка, спасибо. Люблю цепочку, всегда нравилось. Почему нет? Цветки в тройке нету, но у меня все плохо из-за этого. Просто из-за того, что нет цветки. У меня очень много урона не хватает, просто из-за того, что у него цвет... У него вот в тройку Марси, из-за этого очень много урона я теряю. Я невероятное количество урона просто теряю. Ну вот и все. Цепочка, она дает урон еще магический, но это до одного места, как вы понимаете. Против такой вот цветки, этой такой Марси. Ну, ты меня сейчас доконаешь, дорогой мой. Где моя цвет... О, наныл. Наныл цветку, боже мой, спасибо. И что мне делать с тобой? Ну, попробуем так. Она, по сути, мне ману регенит вот этому персонажу. В принципе, неплохо, даже если он ману регенит этому персонажу. Я только за. А, ну все, тут закончили игру. Вот тебе и рандом. Не, еще не закончили, кстати. Да, я чуть не проспал этот момент. Было бы жестко, если бы я это проспал. На самом деле... Не, ну тут тоже никак. Ну, это красивый билд. Были бы у меня, ну, цветка вторая, легендарная, я бы, скорее всего, вытащил это все. Даже хп... Смотрите, дебаф взгляда ЗС почему-то не работает. То есть, ну, это странная тема очень. Очень странная. Но красивая игра. Да. Если ты закидываешь две манты в двух цветок, то они обе работают. То есть все вот эти вот, как это правильно объяснить, все прыжки, они распространяются на иллюзии. То есть у тебя, по сути, две цветки, да, появляется третья цветка. У тебя получает, ну, две цветки, они с монтами, ну, то есть монта есть у них у двоих, и получается 6 цветок просто, две иллюзии, 4 иллюзии, 2 оригинала, плюс еще одна копия, и у тебя получается 7 цветок прыгают. Это очень, ну, очень сильно. Очень сильно. Если бы у меня просто еще была легендарная цвета, то, извините меня, это был бы такой развал кабины, ну просто без шансов. Но это крутой билд на самом-то деле, ребят. Всем спасибо за просмотр, не забудьте оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы. Ссылка на мой телеграм-канал закреплена в комментариях, там я пишу по поводу обновления игры, когда будут стримы и в целом веду небольшой свой личный блог. Так что всем спасибо и всем удачи.